В начале книги «Искры радости» Мари Кондо предлагает одной из своих клиенток расставить приоритеты и понять, какие вещи из ее гардероба приносят счастье, а какие нет. Чтобы клиентка могла это хорошо прочувствовать, Мари Кондо предлагает ей выбрать из своего многочисленного гардероба всего 3 вещи, которые бы она хотела оставить. Клиентка сделала это, после чего Мари Кондо подытожила, что в этих вещах и есть искры радости. Подобно этому приему я выбрала из данной книги 3 идеи KonMari, которые в той или иной мере меня потрясли. И сегодня я расскажу вам о них. Всем привет, меня зовут Саша. Хочется отметить, что книга Мари «Искры радости» мне понравилась даже больше, чем «Магическая уборка». В ней, помимо всего прочего, есть ответы на вопросы, которые мне часто задают под видео. Например, как быть, если вы в своих вещах навели полный порядок, оставили только нужное, важное, только то, что приносит радость. Но близкие люди, живущие с вами, не разделяют этих взглядов. И мне очень нравится мнение Мари по этому поводу. У каждого члена семьи должно быть свое собственное пространство. Если у людей есть четко ограниченная область, где они вольны делать, что захотят, они будут автоматически не давать своим вещам расползаться по чужим пространствам. Если же личное пространство определено нечетко, люди теряют из виду его границы, и их вещи накапливаются, в результате чего и людям, и вещам трудно получать удовольствие от своего дома. Поэтому очень важно обустроить в своем доме места силы для каждого члена семьи. Как только пространство всех членов семьи, живущих под одной крышей, будет поделено, следует перестать обращать внимание на то, как другие пользуются своим личным пространством и собственными вещами. Мы не можем изменить других людей, и нам ни в коем случае не следует заставлять кого-либо наводить порядок. В свое время я, как и многие мамы, столкнулась с проблемой, что ребенок не хочет наводить порядок у себя в комнате и не хочет складывать игрушки. Игрушки вечно были разбросаны кучей на полу, и как только я их собирала в контейнеры, ребенок возмущался и тут же вываливал их на пол. Сам он их складывал крайне редко и только тогда, когда хотел. После чего я решила обустроить для ребенка новое удобное место для хранения и переделала вот такой старый стеллаж для игрушек. Вы не поверите, но в первый же день этот стеллаж решил проблему, с которой я пыталась бороться месяцами. Теперь ребенок всегда складывает сюда игрушки после того, как в них поиграет. И я не прилагаю абсолютно никаких усилий для этого. Ребенок сам решает, когда взять игрушки и когда их поставить на место. И это лишь один пример того, как грамотно обустроено личное пространство решает многие вопросы в семье. Порой нас могут раздражать чужие вещи, в особенности, когда мы их находим там, где, как нам кажется, они не должны находиться. Но эти вещи важны для наших домочадцев, мы не имеем права их выбрасывать. Вы не обязаны заставлять себя любить чужие вещи, достаточно просто их принять. Кондо в свое время также была одержима поисками наилучшего способа хранения вещей на кухне. Именно поэтому она отправилась понаблюдать за работой кухни одного ресторана. Однако ее ждало разочарование, потому что помимо стандартного хранения по категориям всех предметов на кухне, она не увидела там ни одного особого трюка. Но все же Мари удалось сделать очень важное открытие в тот момент, когда повара наводили уборку на своем рабочем месте. Они делали это настолько быстро и эффективно, что Мари поняла, на кухне главное не легкость пользования, а простота уборки. То есть нам уже не принципиально хранить вещи в легком доступе. Главное правило – убрать все вещи после использования за дверцы шкафчиков, чтобы у вас была чистая столешница, чистые полки. Тогда уборка не будет доставлять нам особого труда, и мы будем хотеть убираться на кухне. Все, что нам останется сделать, это только протереть поверхности от жира и воды. Таким образом, на нашей кухне всегда будет царить порядок. Когда находишься на кухне, которую легко убирать, которая всегда выглядит опрятно, усилия по доставанию вещей из шкафов вообще не напрягают. Следующий пункт весьма пикантен, но не могу не упомянуть о нем. Мне понравилось напоминание KonMari о ценности бюстгальтеров. Сейчас расскажу, о чем я. О человеке многое можно сказать по тому, как он относится к своему белью. Когда, собираясь на работу, мы одеваем носки с дырками или колготки с затяжками, мы как будто заявляем, что сегодняшний день не так уж и важен. Подумайте об этом. Жизнь в чистом и аккуратном пространстве автоматически улучшает наше представление о себе.
И нам может быть достаточно трудно мириться с любыми несоответствиями между окружением, которое доставляет нам столько радости, и бельем, которое мы носим. Мари Кондо утверждает, что бюстгальтера занимают верхнюю строчку списка вещей, которые ее клиентки заменяют, едва закончив наводить порядок. Если на сегодняшний день ваши бюстгальтера скромно заперты где-то в уголочке, то попробуйте выделить для них достойное место. Относитесь к бюстгальтерам как к особам королевской крови, так говорит Мари Кондо. Напишите в комментариях, какая из этих идей позволила вам посмотреть на привычную ситуацию под новым углом. Спасибо, что сегодня были со мной. До новых встреч. Ваша Саша.